И снова здравствуйте. Вот когда хорошо, тогда хорошо. И ревью даже прям хочется делать и поделиться впечатлениями касательно этого рокового коллектива и их альбома. Это правда, что вариации с роковой музыкой на сегодняшний день это все-таки больше удел стариков в жанре. Чему подтверждение достойны альбомы The Killers, Queens of the Stone Age и прочих ребят, которые все так же остаются на плаву. И вот можно сколько угодно говорить, что рок-музыка это не дело молодых, но именно эти ребята доказывают обратное. И что самое главное, показывают то, что это не рок умер, а умерли головы и руки музыкантов, не способных его преподнести. При всем при этом, самое главное, что мне нравится в этой группе и в этом альбоме, отсутствие уже наболевших вставок электронщины, попа или хип-хопа, несмотря на некоторые отсылки к ним в соответствующих треках. Nothing But Thieves. Английские молодые ребята, решившие поиграть Роцк, и которых зачастую сравнивали с Falls, по крайней мере в моем окружении. Именно это сравнение меня всегда отвергало от музыки воров, понимая, что для меня значит музыка и выступление группы Falls. Все потому, что мне довелось видеть концерт Falls в Киеве, и я могу вам отметить, что я был не на общей волне с толпой, которая тащилась от стереотипного звука и вокала. Благо, я попал на него бесплатно, ибо за деньги, отданные за билет, было бы очень обидно. Но вот на днях вышел второй альбом воров под названием Broken Machine, и повторилась очередная итерация моих приятных удивлений касательно, собственно, альбома и уровня музыкального контента, выданного этими очаровательными негодяями. Облога и название. Broken Machine, то есть сломанная машина, дублирует название четвертого трека альбома и по всем параметрам и составляющим задает некоторую концептуальную основу всему, о чем поется и играется в прочих треках альбома. По словам, собственно, ребят из группы, это самая сломанная машина, любая система морально-этических ценностей, которая внешне смотрится как что-то прекрасное и неповторимое, но на самом деле оно очень хрупкое, трескающееся и хреново работающее и держащееся на соплях, что называется. И облоги альбомов как стандартной, так и делюксовой версии нам показывают образы прекрасных дам, которые просто трещат по швам. При этом при всем данная идейная подоплека не основывается на протесте или сугубо социальном подтексте, дескать, давайте все тут что-то решать, ибо это неправильно все, так не должно быть, вот это вот вся ерунда. Наоборот, герой альбома представляет собой такую же сломанную машину, которая взаимодействует с другими сломанными машинами. В результате его отношения с людьми, его верования, его убеждения по факту оказываются со здоровенными трещинами. И это описание просто констатирует факт, что, дескать, мы все тут с вами такие с трещинами, и нам с этим жить. А вот музыкально я не то что был удивлен, я был шокирован даже. При первом прослушивании треков альбома не ждешь от них того, что они выдадут в припеве или в бридже, поскольку куплет каждого из треков предоставляет нам стандартную роковую структуру. Идет линия бас-гитары, ровная ударочка, вокальчик подает стандартную структуру для альт-рока, для инди-рока, вот чего-то такого. Но с припевами все это перекрывается нахрен и происходит как эмоциональный, так и музыкальный взрыв. Да! Это так и должно быть вообще-то для всех роковых композиций. Просто в последнее время нам не так часто приходится слушать от молодых ребят именно такое, как в треке I Was Just a Kid или Amsterdam. Опять же, выдержана стандартная, но правильно подобранная структура самого альбома в музыкальном плане. Начало задано тягучим I Was Just a Kid, который имеет очень много общего музыкально с ранними Arctic Monkeys, и от которых не ожидаешь того самого припева со строкой I was just a kid. Ну вот, как-то так, то есть это нужно послушать. Который с полного, обитного, несколько панкового звука превращает трек в тяжелый для современного рока, опять же, припев, ведущий гитарами и тянущимся как патока вокалом. Именно этот контраст между быстрой ударкой, грузными гитарами и вокалом делает свою работу идеально для того, чтобы этот трек влез вам в голову. Трек «Амстердам» — это, наверное, главный сюрприз альбома. Начинается трек вообще как абсолютно серое, что попало под бит, который напоминает ранних блок-пати. Ну, в частности, их известнейший банкет. Опять же, до припева, который как инструментально, так и вокально полностью противостоит куплету. И так и должно быть.
Уж очень напоминает панк-роковые рисунки этот припев, да простят меня любители панк-рока, это лично мое впечатление. Особого удара и вот этого толчка придает постоянно используемый вокальный овердаб, но другими словами, использование вокальных подкладок. Если вы послушаете внимательно куплет, бридж и припев, вы поймете, что куплет и бридж записаны в один голос, но на самом деле не в один, но слышно только один, я не хочу загружать вас лишними саундрежными вот этими деталями, в то время как припев выдан основным голосом и 2-3 подкладками где-то на квинту ниже, дабы создать объем и эпатичность, вот эту эпичность звука. И это правильно, я считаю. Опять же, эти овердабы используют все, тупо все профессиональные артисты. Но именно здесь, как нигде, они добавляют к нужной эмоции. Например, в треке Sorry они добавляют той самой меланхолии и несколько интимного звучания. Вслед за меланхолично-эмоциональным Sorry мы слышим несколько апатичный и саркастичный даже трек Broken Machine, который очень-очень смеется в уши нам всем, как слушателям, своим текстом, но об этом чуть позже. Мне нравится, как с музыкальной стороны в треке добавлены куски глитчевого звука, как будто где-то вокал или гитара было проглочено артефактом, а припев трека записан с эффектом рации или сломанного громкоговорителя, что только добавляет к тому самому нужному настроению трека Broken Machine. И потом карусель настроения заходит на второй круг с активным и энергичным Live Like Animals, от которого очень веет ритмикой и началом трека 21 Pilots Heavy Dirty Soul, с таким же читочным вокалом, но который опять же вырывается действительно в животный и дикий гитарный риф, подобный которому я не слышал очень и очень давно. Дальше на задумчивый трек Soda и еще более сопливую балладу Particles, между которыми стоит трек сугубо в стиле Muse I'm Not Made By Design. То есть да, очень слышно, что ребята вдохновлялись как минимум очень похожими стилями и звучаниями типа Muse, Arctic Monkeys, The Killers и прочих законодателей звука вот этого альт-рока. А лично вокал Конора Мейсона для меня имеет очень много схожего с вокалом Брэндона Флауэрса из Киллеров. Похож как тембрально, так и технически, особенно вот эти завывания между и после фраз, вот. Послушайте просто. Отдельно еще хочу заметить использование группой бриджей и так называемых post-choruses, то есть постприпевов, секций трека, идущих сразу за припевом, но стоящих перед новым куплетом. Здесь они использованы для смены настроения и для излишнего нагнетания или разрядки после пробивных припевов. То есть, со структурной точки зрения, ребята огромные молодцы. Нет ни одного фрагмента трека, который можно было бы назвать вот лишним. Ну и то, что ребята круто поют и играют, это по умолчанию, я это даже не беру во внимание. Очень high-grade звук и исполнение. И эти волны от обита до меланхолии выдержаны очень грамотно, как в дальнейших треках Get Better, Afterlife и Hell Yeah, который очень-очень сдобрен фолк-роковым звуком. И так эта динамика в настроении тянется с треками Reset Me и Number 13, дающими сугубо роковое завершение, даже несмотря на эти гитарные сирены в бриджах, которые пропустить тоже невозможно. По тексту особо разжевывать не буду, по той простой причине, что текст на самом деле говорит сам за себя. Составлен очень грамотно и раскрывает каждый из компонентов той самой сломанной машины, которая была задана названием альбома. Так, каждый трек держится на припевной строке, в основном на титульной, другими словами, на названии трека, если кто не понял. Примером служат все те же треки Amsterdam, Sorry, I Was Just a Kid, I'm Not Made By Design и, наверное, все остальные в альбоме, как я и говорил выше. Здесь неплохо обыграны именно эмоциональные моменты текста, как в треке Particles, в котором герой трека говорит, что я, разбил чье-то сердце, но куски этого сердца стали его собственными частицами. Трек Sorry, в котором герой альбома одновременно пытается извиниться за то, какой он есть, и за то, как он все портит, но и говорит, что, возможно, я тупой, возможно, я бесчувственный, но прости меня за все то, что я сделал. Но больше всего меня зацепил текст в треке Амстердам, в припеве которого поется «Я бьюсь головой об стену, потому что не хочу быть такими же, как они все». И вместе с этим герой альбома тоскует по Амстердаму, где он оставил свое сердце и хочет вернуться к нему, что номинально делает его такими же, как эти самые они. И при том, что текст не отличается чем-то сверхновым, сверхинтересным и сверхсложным, он говорит искренне и оригинально именно по форме.
А самое главное и самое важное, он идеально врезан в музыку и сидит там как влитой. В итоге, несмотря на то, что звук альбома очень вдохновлен старшими товарищами по цеху, ребятам стоит только поаплодировать за этот прекрасный альбом и за удачно составленные бонус-треки, акустические версии треков Sorry и Particles. Я, кстати, вроде слышал, что эту версию трека Sorry кто-то называет и считает похожей на кантри. Look at this dude. Ну, она похожа на кантри примерно так же, как я на пылесос. Но оба эти трека — это неплохое дополнение к основному материалу, который, думаю, вам также очень запомнится и очень понравится. От меня же 4,5 из 5. На этом все на сегодня. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. И если вы оказались тут впервые, не забудьте подписаться на канал. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал и поздороваться со мной в соцсетях, ссылки которым вы найдете в описании к данному видео. А так, всем спасибо, всем пока!